Всем привет, ребята! Вы на канале Рыболов Копатель. И мы двигаемся на секретные хутора снова и снова. Сегодня у нас приехали друзья, комрады из Мурманска, едут с нами. Саня и Олег. Поедем с ребятами, покопаем. Едем туда, где были в прошлый раз. Не знаю, может находки продолжатся, а может их и не будет. Но, в принципе, место интересное. Поедем смотреть. Не переключайтесь, обязательно подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Ставьте лайк. А то генерал вам покажет. Погода что-то у нас поменялась. Уже даже холодно, да, стало, генерал? Да. Похолодало. Похолодало. Батареи отключили и похолодало. Ну, Антон, что скажешь? Я все за серебром охочусь. За первым своим. Антон недавно начал копать. Еще серебро не подымал. Ну, находки уже были интересные, но серебра еще не было. Вот может сегодня он найдет. Предчувствие есть, Антон, или нет? Нету, честно говоря. Совсем нет. Она будет, когда не ждешь. Тогда и будет. Не успели мы зайти на поле, как нам встретилась сельхозтехника. Данное поле не исключение из правил, и оно обрабатывается, как и многие поля в области на данный момент. Друзья, мы на навозном сбросе опять пришли сюда, и у меня первая находка. Как можете видеть, я в очках, потому что зрение плохое, в линзах хожу. А ветер сильный, линзы сушит, потом они колом встают и смотреть очень тяжело. Так что не обессудьте, поставьте лайкосик, подпишитесь и пишите комменты. А первая находка вот такая у меня. Смотрите, какая пуговка приятная. Лошадка там, я так понимаю, корона. Что-то старенькое, дюже старенькое. Генералыч поднял прягу расчехленную. Подраскрылась она. Ну ее, кстати, можно будет восстановить. Ищите накладку где-то. А, подожди. Что там, как будто на ней что-то выдавлено было. Накладка же должна быть на ней. Первоушная, наверное. Следующая находка. И вот такой немецкий топор. Пока кину его в сторону, потом, если не забуду, заберу. Наши мурманские комрады тоже не отстают. Саша всех приветствует, всем передает большой привет. Ему попадается пряга, тоже, вероятно, по Первой мировой. Как и у генерала, накладка, к сожалению, отсутствует. К сожалению, из-за ветра пришлось озвучивать данный кадр, уже находясь дома. Ну а Саша делится своим впечатлением о копе и говорит, что погода просто замечательная, что команда наслаждается и отдыхает. В Калининградскую область пришли сильные ветра, и погода больше напоминает осень, нежели весну. Так, вот к Антону подошел, а у него находка была интересная. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Она там на лейбах вся. 100 грамм, да? Ну, ты ее почистишь, там еще откроются. У нее вот тут вот должно быть много всяких чекух. Какая-то пуговица странная. Вроде простая. Какие-то свои. Двоечка, да? Ну. Может быть, тоже русская. Я рядом с монетой генерал. Недалеко. Да, какая-то странная. Следующая находка. И вот такой краник бронзовый. Что-то на нем даже какие-то циферки, что ли, стоят. Да, что-то 60 или 66. Потом в оконцовке помоем, посмотрим. Несмотря на то, что данное поле свежеобработанное, уже присутствуют следы копателей.
И конкретно на данной локации мы далеко не первые. Стоит отметить, что Калининградская область, мне кажется, является лидером по количеству копателей. Аж, блин, страшно стало, ё-моё. Обломанный фрагмент. Я не знаю, от чего это было, но что-то там жесткач вообще полнейший, просто полнейший. Так, ну вот, монетка вылетела, малышка такая серебряная, тонкая-тонкая, маленькая-маленькая. Редко они попадаются. 1/2 зильбергроша, если не ошибаюсь. Вон она. Малышка какая. Ну, здорово. Сейчас Антон звонил, говорит, генерал нашел 3 копейки Павла I серебряные. Вот это чудеса, друзья. Друзья, вы представляете? Это ж надо такое сказать. Они говорят, Павел I 3 копейки серебряные. Прихожу. Во-первых, какой Павел, когда здесь N1? Николай I, получается. 3 копейки серебром. 1841 год. Ну, шайба, конечно, будь здоров. Но она совсем не серебряная. Интересная брошка попадается. Я уже находил такую. Якорь, сердце и крест. Типа там любовь, вера и надежда или что-то такое это обозначает. Ну, вот такие присутствовали у них мотивы. Посмотрите, какая красота. И здесь же Антон нашел латунную ступичную гайку, которая, скорее всего, отправится на цветной металл. И еще кое-что интересное ему попалось, но, к сожалению, с обломанным крылом. Вот такой вот замечательный голубь мира, назовем его так, к сожалению, с потерями. Но ничего страшного. И у меня сигнальчик. У Антона 100-граммовая была гирька, а у меня 20-ка. Такая вот. Там вон клеймо тоже. Вот так вот. Двигаемся. Товарищ генерал, отбросив в сторону прибор, пришел, чтобы показать, какая красота ему попалась. Не так часто на наших полях можно встретить эти монетки. 2 оры. Обратите внимание, в какой прекрасной бирюзовой патине. Поздравляем товарища генерала с данной находкой. У меня вот такая находка. Кусок колокола. Сейчас покружусь здесь. Наверняка где-то будут и еще фрагменты этой мозаики. Вот один феник военного периода, 37-й год. Иду, ребят, поймал сигнал. И смотрите, что лежит. Смотрите. Крестик был. Монеты верховые валяются вон. 50-фенинговик. Алюминиевый. Вот вам, пожалуйста, даже прибор не нужен. Десятка вылетела. Желтенькая. Ветер не дает нормально снимать. Это очень раздражает. У генерала находка. Пока не ясно, что это такое. Можно взглянуть.
Может, это весы были, как безмен, типа. Внутри пружина была. Не знаю. Или что это еще могло быть? Надписей никаких. Деталь попалась, похожа на бронзу. Как бы это не тыльник от какого-нибудь ружья старого был. Такая находка. Потом почистим, посмотрим. Ну что, я пришел на ручеек чистить находки, мыть. Генерал тут рядом тоже. А ребята все ближе к машине там моются, собираются. Поэтому показываю свой результат. Что у меня получилось за сегодня? Ну, не сказать, что супер, но и неплохо. Вот такая вот пуговка. Сейчас ее чуть-чуть, чтобы она влагу впитала. Посмотрите, там мустанг резвится. И корона сверху. Тут надписи есть. Вода так отблескивает. Вот так вот будет. Получше видно. Она мне первая и попалась. Потом пуговица с короной. Это период Первой мировой. Обычная кительная пуговица. Вот такой вот. Ну, типа брошь, значок. Забыл, что он обозначает, но это такой гражданский. Типа любовь, вера и надежда и так далее. На эту тему. Похожее что-то я уже находил. По монетам сегодня. Ну, пфениги, как видите, разных периодов. Серебрушечка такая маленькая. Поле, конечно, жестко удобряют. И это не без следа для монет проходит. Но тем не менее. Вот это вот. То ли заколка. Скорее всего, заколка была. Видите, там узорчики в виде листочков присутствуют. Вот это вот я даже не знаю от чего. То ли рамка была, то ли оклад чего-то. Трудно сказать. Но видно, что как будто бы обломан. Может, зеркало какое-нибудь было или что еще. Так. Ну, вот это, по-моему, бочковой кран. Бронза. Кусок колокола. Остатки так и не удалось обнаружить. Как-то так. Пойдемте посмотрим, что у генерала вышло. Во-первых, генерал не может найти ту монету николаевскую. Куда-то она подевалась. Может, говорит, и потерял. Жаль. Так. Мобильник доставал туда-сюда. Кто-нибудь другой потом найдет. Пуговка такая морская. Пряга. Первушная, вероятно. Без накладки, с отверстиями. С обилием отверстий. Аж 5 отверстий. Вот это конина. Монетка достоинством
амфора с дельфином. Такая в патине приятной, бирюзовой. Класс. Солдатик, как обычно. Пфениги. Забыл, от чего это. От утюга, что ли, да? По-моему. Да, вроде это от утюга. Бронзовая деталь. Жетончик какой-то с пятерочкой. Мерседес там. Значок. Не, какой-то другой значок. Ну, куда-то, видать, на производство на какое-то. Значок не Мерседес. Похож, но не Мерседес. Там еще сверху что-то. Птичье кольцо. 38-й год. Ну и вот это вот мы так и не поняли. Предположительно от весов а-ля безмен. Но это не точно. Цифры были бы. Так их не А, ну да, шкала была бы, наверное. Может, что-то сверху еще надевалась какая-то, знаете, кожух, что похоже, в принципе. Вот так вот, друзья. Не пусто, но и не густо, да, генерал? Еще умудрился потерять монету большую. Может, в сапог упала, не? навряд ли. Мы отправляемся домой, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите ваши комменты, ставьте палец вверх. И до новых встреч. Генерал-то монету нашел. Окажется, она вот где была. А я по карманам ищу ее. Прилипла, что ли, она? Да? Но Подождите, они скажут, что это не та. как это не та? Так и что, а где она в итоге была? Ну где и была, где и сейчас есть. На лбу? Да.